Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях омолодить даже самую дряблую увядающую кожу. Рецепт золотой маски очень прост в приготовлении и доступен буквально всем. Маска подходит для всех типов кожи. Идеально подходит для ухода за возрастной, зрелой, увядающей кожей. Маска питает, хорошо разглаживает морщины, в момент подсыхания подтягивает овал лица. После применения этой маски оттенок кожи будет более свежим и светлым. Осветляющее воздействие этой маски также эффективно подходит и для ухода за кожей рук. Не забывайте все домашние маски, остатки домашних масок наносить также и на кожу рук. Нанесите эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также можно нанести эту маску и на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобится куриное яйцо. Первое, что нужно сделать, отделить желток от белка. Сразу подготовьте вторую чашечку, чтобы этот состав был также пригоден для приготовления маски, которую я покажу вам, как сделать в домашних условиях завтра. Отделите желток от белка. Сегодняшнюю маску будем готовить на основе желтка. Белок закройте целлофановой пленочкой, уберите в холодильник до завтрашнего рецепта. Разомните желток. Слегка взбейте его. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Можно использовать рисовую муку уже готовую или приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Рекомендуется приготовить большее количество рисовой муки, так как ее очень часто применяют для приготовления домашних масок. Рисовая мука хорошо смягчает кожу, выравнивает цвет лица, также в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. Возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите без горки. Затем тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы приготовить качественную домашнюю маску. Желток и рисовую муку взбейте так, чтобы не было комочков и была однородная консистенция, приятная к нанесению. Маски на основе желтка и рисовой муки хорошо убирают морщины, выравнивают не только поверхность кожи, также выравнивают цвет лица, хорошо освежают, омолаживают даже самую дряблую увядающую кожу. Хорошо взбейте эти компоненты. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную однородную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок лимона. Можно использовать свежевыжатый сок лимона. Также хорошо подойдет и уже готовый сок лимона. Для сегодняшней маски вы также можете использовать и витамин С в таблетках. Если у вас витамин С в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разомните в порошок, добавьте 1 чайную ложку кипяченой воды и используйте для приготовления домашних масок. Все эти 3 варианта хорошо работают и омолаживают дряблую увядающую кожу. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка сока лимона. Я сегодня использую свежевыжатый сок лимона. Витамин С, сок лимона, кислоты хорошо освежают кожу, улучшает цвет лица, хорошо подходят для зимнего ухода. Также сок лимона хорошо выравнивает оттенок кожи. После применения сока лимона в домашних масок отшелушивание ороговевших слоев клеток будет более интенсивным и мягким. Также возьмите 1 чайную ложку сока лимона и тщательно взбейте все компоненты так, чтобы получилась однородная приятная консистенция.
Добавляя каждый компонент постепенно, взбивайте маску так, чтобы все компоненты вошли в взаимодействие. Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления этих ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Если вы одновременно добавите все компоненты и начнете их смешивать, то велика вероятность, маска у вас не получится. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Добавляя в сегодняшнюю маску витамин Е, вы очень активно будете разглаживать морщины, кожа будет очень гладкой, шелковистой. Если вы используете витамин Е в капсулах, то добавьте 1 капсулу. Если вы используете витамин Е в таблетках, то также возьмите 1 таблетку, разомните ее в порошок и добавьте 1 чайную ложку кипяченой воды. Также вы можете использовать для сегодняшней маски и витамин Е в масляном составе. Витамин Е вы можете заменить и оливковым или подсолнечным маслом. Оно также очень хорошо разглаживает морщины. Нужно взять 10 капель витамина Е. Также можно использовать для сегодняшней маски и аевит. Если вы используете мелкие капсулы аевита, то возьмите 3 капсулы. Также тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску сразу после приготовления, так как витамин С, который входит в состав этой маски, очень быстро улетучивается. Если количество маски, которую вы сегодня вместе со мной приготовили, окажется большим, чем вам необходимо для одноразового применения, то можно ее хранить в холодильнике. Единственное условие: перед нанесением добавьте еще чайную ложку сока лимона, так чтобы воздействие кислот не ослаблялось. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, это обычный аспирин. Размягчите их водой комнатной температуры. Кашицу нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. В течение 3 минут сделайте легкий скрабирующий массаж по кожным массажным линиям. Отшелушивание верхнего ороговевшего слоя клеток будет более щадящим, мягким, но очень эффективным. По кожным массажным линиям также в течение 3 минут на шее, на коже зоны декольте поскрабируйте кожу. Затем умойте лицо водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи кислотную скатку сделайте 1 или 2 раза в месяц. Наносите домашнюю маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Наносить маску нужно в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.